Ты куришь траву? Нет. Что происходит, черт побери? Первая моя работа была посудомойщиком. Так, как ты пришел к такой гениальной идее? То есть таким образом, так сказать, делать маркетинг. Ну, кушать хотелось, да. И ты из этого элитного вуза, где тебя обучали всяким умным умностям, ты приезжаешь в Америку и моешь посуду бесплатно. Если рыбачить, то рыбачить нужно в хорошем озере, где есть рыба. Папу позвал за соседний стол. Так. И он там сидел, газеты в очках, так шпион. Друзья, привет! Сегодня у меня встреча с необычайно интересным человеком. Это Сардор Нурмудинов. Сардор является основателем компании, которую называют Uber для хоум-сервиса. Это компания, которую он создал с нуля, пройдя очень непростой путь от человека, который приехал на языковые курсы и мыл посуду в ресторане, до владельца очень хорошо организованной, быстро растущей, высокотехнологичной компании в очень традиционной и большой американской индустрии. И я сегодня попрошу Сардора поотвечать на мои вопросы и про его путь, и про успехи, и про разочарования, и про проблемы, и про то, стоит ли вообще это делать в Америке и так далее. Первый вопрос, который хочется задать тебе. Я знаю, что сейчас, конечно, у тебя великолепная компания, многомиллионные обороты, и ты такая звезда в Америке, в своей индустрии. Ну, начиналось это, по-видимому, не так просто. Насколько я знаю, у тебя не было никакого дядюшки-миллионера или миллиардера, который бы оставил тебе все это в наследство. И, в общем, тебе пришлось это все создать своими руками. Я тебя прошу, расскажи о своем пути. Вот переезда в США, приезда в США, как ты там через все это проходил, какие, может быть, какие-то ключевые решения, которые ты на этом пути сделал. Потому что, интересно услышать, вот как ты этот путь прошел. Да, спасибо. Значит, я приехал в Америку в 2003 году международным студентом F1 и прошел путь любого иммигранта, который приезжает сюда. Я приехал без опыта, только почти закончил университет, 4-й курс, 5-й. Я должен был вернуться, я не вернулся обратно. То есть это виза по студенческому обмену, практику, это work and travel? Это work and travel. Это не work and travel, это F1, языковая школа была. Это языковая школа. Языковая штука, да. Я приехал, хотя только на полгода-год. Обучение у меня было оплачено на 3 месяца. И там папа дал на дорогу $800. Было $1000, пока я приехал, потратил $200. А остался у меня $800. И таким образом я прошел весь путь. Первая моя работа была посудомойщиком. В смысле, посудомойщиком прям. А ты когда, вот мне интересно, ты когда ехал в Америку на языковые курсы, вот ты знаешь, что у тебя 3 месяца курсов оплачено, а ты знал, там жилье какое-то было оплачено, тебе какие-то деньги на жизнь или что-то еще? У тебя что, было что-то такое? Жилье не было оплачено. У меня была только оплачена учеба на 3 месяца. И эти basic $1000 было. И дальше мне нужно было разобраться. И сейчас подумаю, на самом деле, $1000 взять и куда-то уехать. То есть решение на самом деле немного безбашенное. То есть ты едешь в страну, которую ты не знаешь, о которой наверняка ты знаешь только, что там все дорого и сложно. У меня это друг сказал, один однокурсник. У тебя был друг? Был друг, да, в другом штате где-то, потом который бросил, уехал обратно. Он говорил, что все хорошо, рассказывал истории. И вот понаслышке приехал, но мы так и не встретились здесь. И здесь человек, которого я должен был в аэропорту встретить, он не встретил. Я хотел уже, я не знал, куда ехать дальше. То есть ты прилетел, куда ты в LA прилетел? В LA, кстати, я приехал. То есть ты прилетел в аэропорт в LA, прошел, тебя пропустили, и тебя никто не встречает, никто, да? Меня не встречает, Шикарно. Да, я там искал этого человека, никак. Сколько тебе лет было тогда? 23. 23 года, окей. И мне пришлось звонить обратно. Вот как раз таки первые $100 я потратил на
на звонки. То есть через таксофон купил карточки или что-то там, не помню. И звонил обратно в Узбекистан, спрашивал, это учительница или там кто контракты делал, агентство. И агентство мне дала номер телефона магазина, ресторана «Трактир». Она до сих пор существует, это место. Это какой-то, судя по названию, какой-то... Русский такой кабак, маленький ресторан. Говорит, позвони туда, там есть парень по имени Бахром, и он там тебе подскажет. Я звоню в этот ресторан, говорю, можно Бахром? Там через полчаса подходит Бахром, мы здороваемся на узбекском языке, и он мне говорит, ладно, говорит, приезжайте, говорит, разберемся. И вот незнакомый вообще человек, который первый раз поднял трубку, приглашает, и он мне там уже подсказывает, как быть, куда ехать, что делать. И там он поселяет меня там, знакомит с ребятами, которые уже были тогда, узбекская комьюнити была очень маленькая, у нас было, может быть, 10 человек. Знакомят, я к ним поселяюсь, нас было, наверное, не помню, 6 или 8 человек в одном бедруме. За аренду заплатил $200, наверное, не помню, 100, за месяц. 200. Да, она была оплачена, как бы когда квартира стоила $800, мы делили это дело на всех. И у меня была, значит, из этих $800 оплачено 1 месяц вот проживание этой комнаты или там разделенной комнаты. Супермаркет, может быть, заплатили, какие-то еду купить, да. И как бы можно было месяц как бы не беспокоиться, потому что это... И другая сторона, это заплатил за учебу книги или что-то было, или там купил талон проездной. На автобус. Как бы вот эти $800 мне за неделю ушло. Все. То есть у тебя впереди 3 месяца, да? Обнулился. И потом я начал как бы ходить, раздавать резюмешки по-разному. Через неделю-две начал ходил. Ты на курсы-то ходил вообще? Курсы ходил. Я прилетел в октябре 1, помню, и 1 ноября начался страйки начались в Лос-Анджелесе. Автобусы, метро, забастовку. Они перестали метро и автобусы ходить. Мне приходилось с Холливуда до Кореятауна пешком 1,5 часа туда и обратно ходить. Ну, это хорошее такое кардио. То есть каждый день ты тратил 3 часа, 1,5 туда и 1,5 обратно. Это чтобы дойти до этих курсов? Дойти до курсов, да. Идеально. Какая у тебя была первая работа? Первая работа, как я говорил, это посудомойщиком. 2 недели тренинга. Что за ресторан? Это был русско-армянский магазин рыб. «Золотая вилка» называлась. И у них какой-то, видимо, буфет был там. Там, да, сзади у них там продавали рыбу впереди, там готовую еду. И вот мне этот дядюшка взял на работу, он сказал, что у меня будет тренинг. 2 недели тренинга. То есть 2 недели ты тренировался мыть посуду? Да. Как бы я у него спрашиваю каждый день, через день, как бы, когда тренинг закончится, он говорит, не, тренинг ты должен еще тренироваться. Говорит, а когда будете платить? Он как раз, когда нанимал, он спросил, у тебя есть документы? Говорит, нет документов, у меня студенческая. Он понял, что никуда я не могу пойти. Говорит, а сколько будете платить? Нет, у тебя тренинг должен закончиться, мы потом поговорим. 2 недели, каждый день я хожу туда, посуду мою. Потом уже эти женщины на кухне, они начали привыкать ко мне. Говорит, Сардор, говорит, уходи, говорит, он тебе не заплатит, ты не первый. Они начали мне давать там хлеб или что-то там такое с кухни, там, потому что понимали, что у меня нет денег на тот момент, да. И через 2 недели я возвращаюсь опять, как каждый день почти, говорит, когда? Он говорит, тренинг еще, тренинг. У него была такая программа, что каждый вот так бесплатно эксплуатировать, получается. Но не очень хорошо выглядит это все, да? Ну, тогда я получил урок, как бы... А что за урок-то? Ты не можешь сказать, что это был за урок? Чему ты научился? Урок, значит, как бы 2 урока. Первый урок, это, значит, был, значит, таким простым, что могли, на самом деле, бесплатно эксплуатировать таким тренингом, да. После этого, как бы, уже такое, как бы, не проходило со мной. И другой урок получил, что нельзя на самом деле поступать ни с кем, сотрудниками или с людьми, потому что вы никогда не знаете, в какой ситуации он находится. Да? Как бы, у меня нету привычки или с сотрудниками, или техниками, или там с кем работаю. Я всегда плачу им честно, заранее. Если даже мы на плохом ноте расстаемся, я всегда расплачиваюсь. У меня нет репутации, чтобы кому-то я что-то не заплатил. Потому что я, как бы, это карма все-таки. Это как бы 2-й урок, который я получил. Потом через месяца 2 я нашел другой уже ресторан, открылся «Кристалл».
И туда устроился уже, тогда всех новых набирал. Наш менеджер, там, хозяин ресторана, и вот тогда был подбор 30 официантов, одно и то же свежих, всех он обучал с нуля. И тогда на самом деле получил один урок, что как можно с нуля обучить сразу конвейерам сотрудников. Он не брал никого опытных, он просто по своему стандарту всех научил тогда, как работать. И там поработал я полгода и стал менеджером в этом ресторане. Как бы. Почему тебя сделали там менеджером? Скорее всего, из-за того, что я был лояльным, слушался и выполнял, управлял. И, скорее всего, меня увидели потенциал. Окей. Да. Хорошо. А почему ты оттуда ушел? Но у меня уже были другие работы на тот момент. Я тогда начал работать маляром, потом электриком, мне кажется, параллельно. То есть ты уже пошел в хоум-сервис, в ту область, которая для тебя потом стала звездной? Да. Я никогда не знал, я никогда не хотел в хоум-сервисе быть, но так оказалось, что без документов только брали в строительство. Окей. Вот, тогда первая работа была там малярство, потом вторая чистая работа была, самая чистая, это электрика, которая мне больше понравился. Которая, по идее, лицензированная, тебя туда вообще не должны были подпускать. Ну да. Меня научили с первого дня, говорят, вот тебе инструменты, вот таким образом чистишь провода, таким понял, все. Им нравилось, как я работаю. Я там как раз подрабатывал с понедельника по пятницу. Пятница вечером уже шел в ресторан официантом работать. А потом в субботу и воскресенье еще на мувинг выходил. Как ты со школы-то разобрался? У тебя ж только 3 месяца школа была. Да, хороший вопрос. Нет, мы с школой, ходил в школу вначале, а потом начал пропускать, но я все-таки платил, чтобы статус держать. За учебу, таким образом, мне кажется, около 6-7 лет, наверное, держал. Платил. Ты 6-7 лет был студентом языковой школы, работал, платил и молодец. $500 там, или там больше, $800 в месяц платил за учебу. Это был твой налог образовательной системе за поддержание виз. Чтобы легально оставаться. Окей, хорошо. А как ты попал вот дальше в хоум-сервис? В хоум-сервисе с чего началось? Нет, потом после электрики, когда мы работали электриком с моим другом Даником, мы работали в одном офисе. Компания занималась починкой, установкой, продажей стиральными машинами коммерческими для прачечных, для ландроматов. Я поговорил тогда с хозяином этого места, ему понравилось, как мы работаем, ему нужны были техники. Мы там работали месяц, наверное. Сблизились, и он мне пообещал грин-карту сделать. И я с электрики, с той компании ушел из-за того, чтобы делать грин-карту. И мне платили там, я помню, $720 там в неделю, наверное, там $3000. Кстати, тогда у меня, чтобы получать легальный документ, я тогда открыл корпорацию. В 2004 году была моя первая корпорация, чтобы получать таким образом деньги. Ну, что тебе могли платить легально, потому что не было разрешения на работу. Да. Это как бы такой, можно сказать, лупхол. Лупхол, да. Да, в системе. Это легально. Да, конечно. То есть ты в этот момент пошел работать уже в область хоум-сервиса. Да, это была первая работа в техникой. Это не хоум-сервис, это было больше коммерческое. Коммерческое обслуживание. Коммерческое обслуживание стиральных машин, да. Вот. И там я проработал 4 года. 4 года проработал, я так и грин-карту не получил. А почему грин-карту? Это тянулось, это делать такую, долго берет, и плюс продлевал, наверное, специально, не специально, потому что я понимал, ты что... Ты хорошо работал, зачем терять хорошего сотрудника? Да. Еще получишь грин-карту и уйдешь, а так ты на коротком поводке, да? Да. Получается, платил там $17 в час, там $18-17, и работал. И потом, когда мы поняли, что я грин-карту не получу, я решил уйти. И тогда ушел и открыл уже свою компанию. Чем занималась с самого старта твоя первая компания? Починка стиральных машин в ландроматах. Ландроматы — это там, где ты приходишь, бросаешь монетку и стираешь вот эти вот заведения, да? Да.
Это вообще выгодный бизнес, я имею в виду не починка, а вообще ландромат, это не в курсе? Ландромат, это на самом деле, сейчас я понимаю, что это на самом деле хороший бизнес. Хороший бизнес, да? Хороший бизнес, да, он такой пассивный инком, да, доход можно пассивно зарабатывать. И там не надо там ходить туда каждый день, и он как кэш-кау. То есть кто-то приходит, там, привел все в порядок, что все Да, работало? там приходит да? уборщица, там убирает, моет это все стиральные машины, а хозяин сам может приезжать раз в неделю, раз в месяц, Мгм. если это копейками оперируется, да, если это карточки, уже сейчас новые технологии, то вообще он не должен приходить туда. Деньги депозируются на его счет, это управляется. Средний ландромат может приносить от 30 тысяч до 50 тысяч, а общий доходность, наверное, где-то 30-40%. Это очень Мгм. такой. Да, это очень Полностью. неплохо на И самом деле. ландромат там стоит самый минимальный стоит 100 тысяч, самый максимальный там я видел $1 миллион. И мой бывший, вот, когда я работал, он строил эти ландроматы. Мгм. И там как раз-таки самое хорошее, там, где купить ландромат, землю и построить, получается, ландромат. И вот как раз-таки это структура Макдональда. Она на самом деле real estate занимались. Мгм. больше. Как бы это хорошо. Но ты обслуживал вот эти ландроматы, то есть у них ломались машины, я правильно понимаю, Да. ты приезжал и так далее. Как вот одна из проблем сегодня начинающих предпринимателей в Америке, это такой страх, а как получить клиентов? Почему? Потому что у нас вроде как бы есть все средства, типа диджитал-маркетинг и так далее, но я думаю, что, я не знаю, согласишься ты с этим или нет, но с моей точки зрения, эти инструменты становятся все сложнее и на самом деле все менее доступны для самых начинающих предпринимателей. Нет, я понимаю, о чем вы говорите, но тогда я использовал, и она до сих пор работает, этот метод. Это мой первый маркетинг-опыт. Это было... Я сначала door-knockal, это стучал в дверь. То есть просто Да, просто я проезжал где-то, я видел, что ландроматы находятся, я просто приезжал, раздавал бизнес-карточки. ну там же обычно и нет никого. Нету никого. Вот как раз-таки из-за того, что никого нету, потом я придумал уже креативный способ, вытащил желтые наклейки, которые не отклеиваются со своим номером телефона, и я начал просто приезжать в эти ландроматы, где у них офис хозяина или там место, я эти замок приклеивал вот своей наклейкой. Я думаю, что они тебя ненавидели. Они ненавидели, они звонили, матерились, ругались. Я у них спрашивал, с какого места он звонит, он мне говорил, откуда он звонит. Я из Да. тра-та-та-та-та. да. Я говорю, сейчас дай мне 30 минут или там дайте мне 30 минут, я приеду. Я приезжал сразу, оттирал, убирал, почищал это, извинялся. И за вот это неудобство им давал там бесплатную починку. Я все чинил, все эти машинки. Ну это очень круто. А как ты пришел к такой гениальной идее? То есть таким образом, так сказать, делать маркетинг. Ну, кушать хотелось, да. Окей. И это потому что по-другому не работало. Это, мне кажется, тогда у меня начало происходить именно первое рождение предпринимательства, скорее всего. Когда я начал решать проблему и из проблемы находить возможности, да. А проблема была то, что невозможно достучаться, и я думал просто, как мне достучаться до этого хозяина, этого ландромата. Бизнес-карточки не работали, я им оставлял бизнес-карточки или передавал этим аттендантам, они не отдавали. Как бы, мне кажется, все делали. Я Ну тогда ты сознательно придумал заклеивать замок этой заклеивал желтой замок. наклейкой. Да, да. Как бы некоторые звонили, у них если был кто-то, они сами чинили, тогда просто ругались и бросали трубку и его, да, как бы не всегда Ну, получалось. ты как бы приезжать. потерял клиента, который Да. и так клиентом не был. Да, да. А так они, некоторые на самом деле хвалили меня за это, что это креативный на самом деле способ рекламы. И мы становились... Но они вынуждены были тебе позвонить, как минимум, чтобы сказать, какой ты козел, что ты заклеил им дверь там и так далее. Это и наклейка. Да, ну там было дискаунт-код был тогда еще, оффер, что бесплатные починки. Окей. Ну, то есть у тебя была компания, которая... У тебя там были другие сотрудники? Ты нанимал Не, сотрудников? я первый сотрудник, я был сам. Мгм. Я тогда был сотрудником сам, и маркетинг тоже как бы я делал сам. Я сам сидел, тогда еще был Yahoo Maps, он Мгм. пользовался.
И оттуда шел, ставил ландроматы, вытаскивал адреса всех ландроматов, до сих пор помню, их 200 штук тогда было всего лишь, да. И мне нужно было по каждому пройтись и подписать эти как бы контракты. Тем и занимался я. И как бы каждый раз, когда подписывал контракт, они ежемесячно, кстати, подписку платили. Я тогда еще не знал, что такое ценность подписки. А ты прямо тогда уже с ними договаривался, что они тебе платят подписку? Они платили мне $300 в месяц, чтобы мы каждую неделю приезжали, и каждую неделю, чтобы я приезжал, чинил все машины. Я проводил в ландромате где-то час времени и чинил все машины. А это была уже принятая тогда практика? Что... Это было принято, потому что я предыдущую работу я также работал. Угу. То есть ты взял уже, как бы бизнес-модель, которая существовала, и начал просто ее реализовывать. Это был Только мне нужно было разобраться с маркетингом, потому что я как бы производство был, я техником я был, нужно было второй отдел Division 2 поставить маркетинг. Или Division 6 через партнерство. Да, как бы. Здесь больше было через двойку. Как бы я сам ходил, раздавал эти карточки. И как раз вытащил базу данных. Какой следующий у тебя был этап в бизнесе? Следующий этап, значит, это был найм. Найм обучать техников, тренировать. Это тот же самый бизнес? Тот же самый бизнес. Мне нужно было выйти с поля, чтобы быть уже менеджером, да, как бы стать. Вот это у меня был следующий челлендж. И тогда я выполнял, на самом деле, все функции. В субботу-воскресенье я занимался биллингом, бухгалтерией. Это все начал, кстати, это я со своего гаража. Я бухгалтерией занимался в выходные. На телефон отвечал сам. Рекламу делал я сам. И чинил как бы тогда сам. Первое мое то, что я сделал, это найм, получается. Это как бы выйти, удвоить, получается, клиентов. Да? Там было достаточное количество клиентов, теперь нужно было удвоиться. И мое первое решение тогда было, окей, мне нужно делегировать, как бы чинить. И тогда я нанял сотрудника, я им платил, за каждую точку я платил $25. Я зарабатывал $75. То есть ты не проводил тренинг? Не, я им показывал. Я шучу. Тренинг как по мытью посуды, знаешь? Нет. Я им сразу платил зарплату. И они со мной ездили, я им показывал, как чинить. Но ты в моменте потерял доход. Если ты отдаешь кому-то работу, начинаешь платить, то есть как ты это переживал? Потому что многие, кто вот с нуля начинают, они вот эта идея, что я сейчас найму, и мне надо то, что я раньше себе в карман положил, теперь мне надо отдать этому человеку, а еще надо напрячься, найти еще больше работы. Как ты переживал это? Я тогда, наверное, понимал, что единственный способ мне заработать больше – это удвоиться. Только я сам уже не мог обрабатывать этих, и мне нужно было степ-бэк, шаг назад, отступить, да, от дохода, отдать, отвечать. И там я тоже, кстати, это поднимал постепенно зарплату им. Я договаривался там вроде бы $250 в неделю первый месяц, потом $300 второй месяц, потом 350, по $25, мне кажется, за месяц я поднимал. И они видели, что я им начерчивал полгода-год вот эту график, как они будут получать больше и больше. Это, кстати, рабочая модель была. Я им сразу как бы у них получал доверие и лояльность сразу, потому что они видели рост. Этот трекшн. Они видят, как они рос, да. И это на самом деле выполнялось. Они были очень сильно мотивированы и делали. И таким образом я сначала нанял одного техника, потом второго, третьего, как бы с собой ездили они. И как раз таки я делегировал даже вождение. А я, как пассажир, ездил, уже выполнял офисную задачу. Отвечал на звонки, или звонил, или записывал инвойсы, что-то такого плана. Я параллельно делал сам, как бы. А какое количество техников работает сейчас? У нас есть 3 разных группы технишенов. Это кто постоянно работает, около 100, которые part-time частично работают. Их там может быть 300-400. И всего, и плюс мы отдаем лиды фрилансерам, которые иногда раз в месяц могут подбираться. Там всего месяца, скорее всего, около 1000, наверное. Около 1000 технишенов. Какие основные этапы вот от момента, когда у тебя появился первый сотрудник, до сегодняшнего момента, вот если ты так окинешь это, вот какие основные этапы ты прошел? Я прошел, значит, от специалиста на менеджера. Это заняло мне, кстати, 4 года. Чтобы понять и выйти, и перестать общаться, получается, с клиентами. И вторая функция, это второй выход, это был, когда от менеджера уже
на руководителя, на директора, да, на CEO. Эта функция, мне кажется, заняла около 6-7 лет. Заняло, чтобы выйти оттуда. Я сначала научился делегировать, но потом я научил делегировать. Но в этот момент как раз-таки произошла проблема, я не keepал их accountable, да, у меня не было, я не знал еще тогда, что когда я делегирую, окей, я хочу этот результат, в это время вот такой результат. Договорились, и именно вернуться еще проверить. Я просто передавал, они передавали дальше. Это Да, как вот бы, там... на узбекском есть выражение, когда говорят собака собаке, собака хвосту. Хорошо, звучит, мне нравится. Когда нету ответственного, понимаете, просто передали и все. И тогда я начал понимать, что нужна организационная структура. Но тем не менее я хочу отметить, что ты все равно действовал, да, то есть ты не пытался это довести до какого-то идеала, а ты все-таки шел вперед, ты действовал, потом тебе это прилетало, понятно, но тем не менее ты все время как бы действовал. Вот мне интересно, понимаешь, очень многие люди задают такой вопрос. Мы такие умные, и мы то это все знаем, и книжки читаем, и курсы проходили, подкастики слушали. Но вот, блин, что-то не удается начать действовать. Вот что-то вот как внутренне тормозит там и так далее. Какой первый шаг? Вот что бы ты такому человеку сказал? Потому что у тебя явно получается действовать. Первое, то, что нужно человеку, это принять ответственность. Принять ответственность и хотеть. И она связана с какой-то степенью, эта ответственность имеется в виду, вначале это было, чтобы мои родители были довольны мной. Да, как бы у меня ответственность была, что они не зря отправили меня, и мне был вот этот стыд, позор, что я просто приеду без ничего. То есть тебя тоже мотивирует обязательства перед другими людьми? Да. Меня тоже мотивируют такие вещи, я задумался тоже над этим. Это у меня первая была ответственность и вот этот стыд перед родителями, чтобы их не подвести. Вот это у меня сильно драйвало первые, там, скажем, 10 лет. А потом, когда уже появилась семья и дети, уже начинается уже перед семьей. Потом уже, когда появляются у вас сотрудники, за кого отвечаете, уже ответственность перед ними. Как бы эта ответственность, она постепенно увеличивается. Чем больше как бы ответственность, как бы я еще не там, чтобы казалось, что у меня перед публикой есть, ну как бы я в эту сторону постепенно... Ну то есть мы можем тоже сказать, что человек, который понимает, что ему надо делать, идти, делегировать, развиваться, он как бы понимает, и он чувствует на самом деле, что где-то внутри он понимает, что он способен это делать, но не делает. Это человек, который, ну, на самом деле не берет ответственность перед другими. Да. У меня сейчас, например, то, что меня драйвает сейчас, я не хочу эту жизнь прожить зря. Да, кстати, я это понимаю. У тебя есть миссия определенная, которую ты в этой области реализуешь. Мы сейчас об этом поговорим. Но ты упомянул такую вещь, что очень долго. То есть у меня переход от специалиста к менеджеру прошел там за 4 года, а от менеджера как бы к CEO, к директору там 6 лет. Ну, примерно такое ты назвал. Потому что я основывал каждую функцию отдельно. Когда вот эти 6 лет, я начал сначала хайринг, научился рекрутингу. Это тоже было долго. Но это для тебя сейчас это выглядит долго? Или это тогда у тебя ощущалось? Что... Не, для меня сейчас это долго. Сейчас долго. Я могу это обучить сейчас человека за месяц. То есть то, на что у тебя ушло там 4 года, потом 6 лет, то есть это может занимать какое-то другое время. Да. Мое первое, например, когда я интервью делал, а я даже без интервью, у меня сейчас сотрудники работают уже 12 лет тогда с первой компании. Я ее встретил где-то у знакомой в страховой компании. Ты говоришь по-английски? Да, говорю. Говорит, она спрашивает, есть у тебя работа? Говорит, а ты говоришь английский? Да. Перешли на английский язык, она говорит, лучше, чем я. Говорит, Наня, ты приходи. И все, это была первая моя сотрудница, и до сих пор она за мной работает. Да? Вот такой у меня был критерий тогда еще на интервью. А потом она вторую подружку привела. Ну, она как бы, мы испугались тогда, еще без документов они все были, с гаража. И возвращаясь с работы, ее нету. Я оставил. Двери открыты в гараже, дома. И потом я выхожу на улицу около магазина, она там лежит, и пожарные там вот этот фаер эти приехали, ждать, ее откачивали. Я уже думал, все, не успел открыть компанию, сейчас нужно банкротиться, закрываться. Да? Я думал, будет большая ответственность. Оказывается, она принимала, как бы многие дети здесь
подростки принимают всякие отолы, таблетки и все остальное, вот у них были вот эти лихорадки были, получается, у одной. Как бы мы медленно с ней попрощались, чтобы таких приключений не было, потому что вы не знаете, что ожидает от человека. Ну, конечно, конечно. И потом я начал нанимать там еще одну сотрудницу, я в Старбаксе нанимал ее, и тогда, так как я еще не знал, как нанимать, потому что через интервью особо сильно официально никогда не проходил, да, как бы не знал. И тогда папу позвал за соседний стол, и он там сидел газетой в очках, так шпионом, наблюдал, как я интервьюирую, чтобы он мне дал просто фидбэк. А мне на тот момент было так важно, чтобы услышать, как я интервьюирую, или что вы думаете про этого сотрудника, чтобы опять-таки не наделать ошибки до этого, да, как бы я испугался от первой сотрудницы и второй сотрудницы тогда. И я уже начал как бы подбирать, изучать, как делать эти интервью, чтобы не нарваться. Но несмотря на то, что у тебя этому никто не обучал, и ты нигде этому не учился, ты, тем не менее, был очень креативен. Посадил папу за соседний стол. Это потрясающая штука на самом деле, потому что даже в такие моменты ты думала о том, как каким-то способом доступным эту задачу решить максимально умно. Хорошо. Если оглянуться на вот этот твой путь, ты вот говоришь там об этих этапах и так далее, какие самые главные или какие-то ключевые решения ты принимал вот в течение всей своей карьеры, которые тебя привели вот в эту точку, где у тебя есть 80-миллионная компания, большое количество сотрудников? В основном это большие проблемы, которые создавались. Они меня заставляли делать большие рывки. То есть все-таки это такая какая-то мотивация через пинок, мотивация через проблему? Через проблему в какой-то степени, потому что только когда все хорошо, вы не задумываетесь о новой стратегии. Когда происходит какая-то проблема, разваливается, и вы начинаете задумываться, что мне делать. Например, первая проблема это было, когда я получил свою грин-карту в 2012 году или там 2011 году, поехал в Узбекистан, вернулся, и как бы мой технician забрал всех моих клиентов, да, я тогда понял, что зависимость... Он просто забрал полностью твой бизнес, да? Забрал весь бизнес, да. И тогда я начал задумываться, окей, мне нужно диверсифицироваться. Как делать так, чтобы техник или специалисты не могли базу клиентов забрать и построить. Тогда я встретился с одним знакомым, тогда мы в ресторане встретились на Новый год, когда поехали в тот же самый ресторан, где я работал раньше. Мы поехали на Новый год, заплатили $700 тогда стоило. И за соседним столом сидела пара. И достаточно успешно в тот момент, как бы до сих пор они успешные ребята, и они занимались бытовой техникой, appliance repair. И мы тогда познакомились, объединили столы, начали дружить. И тогда он мне рассказал, они берут за починку холодильника в $2000-3000, да, тогда я слышал. А когда мы за починку стиральной машины брали $150. И как бы мы больше, да. По сложности это не сильно отличается. Да, не сильно отличалось. И тогда вот это была одна из вот этих точек, где нужно было мне диверсифицироваться и перейти с B2B на B2C, residential sector. Да, и тогда я уже хорошо знал Google AdWords, SEO еще не знал, Search Engine Optimization, платную рекламу, тогда я уже умел работать, я просто переключил все свои ключевики в сторону residential. И тогда заявки мне пошли очень быстро. То есть больше. В ответ на эту проблему, на то, что у тебя техник твой бывший забрал, как говорится, весь бизнес B2B, ты в ответ нашел решение, как двигаться консюмерский рынок B2C делать. Да. Но здесь интересный вопрос, который меня волнует. Смотри, большинство людей, которые работают техниками по обслуживанию бытовой техники, оборудования и так далее, для них абсолютно нереально было бы решение просто задействовать Google AdWords и получить там поток, понимаешь, да? То есть большинство таких технических ребят, они ничего не знают о Google AdWords, о каких-то инструментах и так далее, по диджитал-маркетингу, по всему такому. То есть как так получилось, что работая в ресторане, работая на сборке мебели, работая техником и так далее,
у тебя, тем не менее, были знания в области маркетинга, в области финансов, в области бухгалтерии, очевидно, и так далее. То есть у тебя вот этот вот набор какой-то инструментов уже был. Не, я постепенно и учил. И бухгалтерия курс взял QuickBooks, отучился сам, я помню, на неделю ходил. И маркетинга тоже учился вечерами, там через YouTube, там у самого Google были AdWords. Я больше изучался, сходил со стороны клиентской пути, да, Customer Journey. Я обзванивал конкурентов, это мое любимое дело было тогда. Узнавал, как они отвечают, записывал эти скрипты, смотрел, как они рекламу делают, какие используют рекламные теги. Для меня как бы реклама всегда была Да, но таким обычно нормальный как бы человек, который занимается ремонтом оборудования, он возвращается с работы домой, он берет бутылочку пива, он ложится у телевизора и смотрит там что-нибудь, да? Или гуляет с собакой, если он на спорте и не пьет пиво, а потом все равно смотрит что-нибудь. И обычно это люди, которые не идут на курсы QuickBooks, это люди, которые не изучают диджитал-маркетинг там, и так далее. Вот почему ты другой изначально? И вот выглядит так, что ты прямо как бы из коробки прямо, как говорится, другой. Я, кстати, задумался об этом. Пару лет тому назад, 4 года тому назад, я нанимал ментора Джей Абрахама. И тогда при первой же встрече он задал вопрос, говорит, почему? Говорит, почему все проходят, и все не проходят, говорит, почему ты постоянно выходишь из зоны комфорта, и ты идешь? И тогда я не смог тогда ответить, но потом я начал изучать, почему это происходило. Мне всю жизнь, на самом деле, приходилось выходить из зоны комфорта, и она в какой-то степени связана, получается, тем, что мы, когда жили в Узбекистане, и Фергане, и Багдаде, папа и зарабатывал хорошо, и мы были как почти принцами в этом маленьком регионе, да, и вот это иго, вот это желание обратно получить вот это чувство, она меня драйвила, Мы сначала с этой деревеньки Кишлакам переехали в этот поселок, и там мы были достаточно хорошо жили среди там многих, и все хотели быть как мы, да, можно сказать. Очень достаточно избалованы. Потом я переехал в университет Ташкент, там тоже постоянно хотелось пробиваться, обратно получить свой статус, да, того, который меня уважали всегда в Фергане или Багдаде, можно сказать. И вот это здесь тоже, когда я приехал, я опустился полностью, конечно. Посудомойщика. А так получается, потому что когда я учился в университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте, это был самый престижный университет. И туда поступали самые сильные ребята. Это сыновья министров, послов и все остальное. Сама дочка Каримова тогда уже училась, там же построена была университет. Ты, кстати, хороший поинт затронул, что у тебя было образование самого лучшего вуза страны. Да. И потом... поступить туда было, кстати, очень тяжело. Да. Ты его не закончил, ты после 4-го сбежал. Да, я 4-й курс я закончил, она была 5-леткой. Она была как раз таки бакалавр, магистратура давали вместе, только наш университет. Остальным надо было учиться бакалавра и магистратура отдельно. Да? Это была 5-летка. И ты из этого элитного вуза, где тебя обучали всяким умным умностям, ты приезжаешь в Америку и моешь посуду бесплатно, получая, так сказать, бесценный опыт. Да. Окей. Америка — это что? То есть почему Америка? И вот что это такое? Я этим вопросом задавался. Это я задавался уже даже когда получал визу. Хотя я когда получал визу в Америку, я туда просто ехал опять-таки, универ чуть-чуть отстал от ребят, потому что во 2-3 курсе перестал чуть-чуть хорошо учиться. Мне нужно было приехать в Америку, получить языковую школу или какой-то статус и опять-таки стать ценным. Потому что ребята, которые приезжали с Америки, они уже были легче находили они работу. Вот это как раз-таки мой был байпас. На тот момент, когда я приезжал в Америку, я хотел чисто из-за этого приехать. Чисто для корочки, что съездил в Америку. Нужно было. Но когда я приехал сюда, я понимал, что если я уеду, мне не могут не дать больше визу. Ну да. И мне пришлось через зубы перетерпеть и получить вот эту грин-карту. Да, и мне заняло 10 лет почти это получить. Я не хотел без грин-карты уезжать обратно, рисковать. Но то есть ты
изначально ехал в Америку по той причине, что ты хотел сделать прорыв в Узбекистане, в своем образовании. Да, да. То есть ты не собирался оставаться Я в не Америке? собирался оставаться. Даже месяца 3 до того, как я приехал, если мне кто-то сказал бы, даже что ты поедешь в Америку или там останешься, я сказал бы, ты что, сумасшедший? Почему ты остался в Америке? Что изменило полностью твое решение? Когда я приехал в Америку, вышел с аэропорта, я понял страну возможностей. Я убедился, я знал, так как международный экономист, я знал цифры уже тогда. Я знал, что Америка — это самый большой ВВП в мире, и Калифорния — это самый большой ВВП, опять-таки, В Америке. Да. И среди стран тоже на 5-м месте. Тогда я уже знал эту статистику, на самом деле, где, на самом деле, копать золото. Да, если копать золото. Да. То есть, если бы Калифорния была отдельной страной, она была бы там на 5-м месте в списке. Если рыбачить, то рыбачить нужно в хорошем озере, где есть рыба. И как раз эта рыба и находилась тут. Это как бы, вот это как раз и заставило приехать в Америку и приехать в Калифорнию. Хорошо. Но это было такое первое решение, и тогда ты мало знал о том, как это происходит в жизни, да? Потому что очень часто люди говорят, да, Америка действительно большая экономика, цифры, но это все неправда, это все, как говорится, награблено, потому что они печатают бумагу, распространяют бумагу по всему миру, за эту бумагу они все скупают, поэтому они процветают. И на самом деле там в Америке там то же самое, там коррупция, все тяжело, плохо зарабатывать. Ну, то есть это такие скептики, да, есть такие скептики. Есть другой лагерь, это люди, которые говорят, да, это просто земля обетованная, и здесь там все падает тебе прямо с неба, и ты там живешь и процветаешь. Но ни то, ни другое, скорее всего, не является правдой. И вот вопрос к тебе. Прошло сколько уже лет с тех пор, как ты студентом приехал? 20 лет. Прошло 20 лет. За это 20 лет ты получил опыт как предприниматель, владелец там 80-миллионной компании, ты получил опыт как техник, ты получил опыт как просто отец и семьянин, и гражданин страны и так далее. Вот что ты сейчас думаешь по поводу того, насколько это решение было разумным, правильным, своевременным и так далее в отношении Америки? Не, я думаю, что это было разумно, это было правильно, но если я приехал бы заново, я бы подготовился бы, я бы не приехал бы вслепую таким образом, да, как бы не зная куда и что, получил бы информацию, как получить документы быстрее, уже подготовленным. Есть другие, как бы, короче способы, не надо ждать 10 лет, как я это делал, проходил. Обзавелся бы, наверное, на каких-то форумах или где-то знакомств уже больше, да, если даже приехал бы. Сейчас легче, на самом деле. Сейчас намного легче, потому что сейчас уже существуют всякие телеграм-группы, существуют фейсбук-группы, общества больше, помогают, легче найти работу, можно точно так же пойти на Uber работать, GrabHub работать. Если даже на каких-то документах с первого дня можно. Ну, то есть ты бы все равно приехал в Америку я все равно, и все равно бы занимался бизнесом, или нет? Да, я все равно приехал в Америку и все равно занимался бизнесом. Почему? Что в этой стране такого особенного? Эта страна, во-первых, большая экономика, то, что мы до этого сказали, да, и вторая, она создает очень удобное место или атмосферу, где можно создавать бизнес. Они не трогают. Вот когда вы маленькие компании на ошибки первый раз всегда прощают. As long as вы эту ошибку не делаете намеренно. Если вы намеренно делаете специально что-то нарушаете, тогда они могут взять какие-то серьезные эти, да. А так, на самом деле, ни налоговая не трогает вас, или там никакие другие там сам эпидемстанции, я не знаю, какие-то другие разные. А у тебя не было проверки. опыта ведения бизнеса где-нибудь в Узбекистане или России? У тебя не было? То есть ты только американский предприниматель? Да, который я на самоучке научился сам. Никто меня бизнесу не учил, да, как бы я не работал в какой-то большой организационной структуре или не работал у кого-то в найме бездева. Кстати, если самый лучший способ стать предпринимателем, это пойти у фаундера работать бизнес-ассистентом или бездевом. Это самый лучший блок, где можно быстрее научиться бизнесу. Это не большая корпорация, потому что в большой корпорации вы уже учитесь системам.
чтобы организационная структура была только максимум 2 слоя, наверное, да. Ну, чтобы там была возможность понять, Да. чем ты Чтобы имеешь в можно виду. было работать с фаундером напрямую, с самим основателем или владельцем, чтобы с ним напрямую работать и быть на первые слои управления. А вот это самый лучший способ научиться, как бизнес вести. Работать к нему лояльно 2-3 года, чтобы он все ответственности перевел, научил, и потом вернуться к нему, можно сказать, что мне дальше? Или я ухожу, или предлагаю мне что-то другое условие. И тогда получается основатель, как раз-таки у него выход, если он иго, конечно, уберет в сторону, на самом деле это правильно договориться или дать ему долю компании, или вместе создать новую компанию. Это самый лучший способ. То есть это классный способ для тех, кто начинает бизнес. Начинает, хотят Да, быть его предпринимателем. стартануть. Да. Окей, ты наверняка видел и неуспешные бизнесы, и неуспешных предпринимателей. Как ты считаешь, что губит людей? Ну, потому что в Америку приезжает много ребят. И они пытаются себя найти, что-то придумать и так далее. Вот просто вот такой wild guess. Я думаю, что это круг, с кем вы общаетесь. Я видел ребят, с кем, и у меня друзья уехали обратно, они начали там связываться с травой или чем-то другими нелегальными вещами, так как бы одна сторона, да, и другая сторона начинает как раз расслабляться, там курят траву и все остальное, потому что в Калифорнии как бы все курят, и вот этот способ, мне кажется, это на стороне. Ты куришь траву? Нет. Говоришь, все курят. Мы знаем хотя бы одного человека из Калифорнии, который не курит траву. Здесь принимают как бы и там курят, и все остальное нет. И мне кажется, вот это способ. А другая — это не брать ответственность, быть бесцельным. И это и приводит, наверное, к неуспешности. И когда нету стратегии, и когда человек слишком расслабляется. А где взять стратегию? Вот человек хочет делать бизнес в Америке. Где можно взять стратегию? Стратегия — это всегда, когда ваше желание получать 10 или 100 раз больше, желание, когда у вас сильное желание, она вам заставляет обратную сторону проблему. Как? И вот в этот момент мозг включается, или вы задаете вопросы. То есть, если ты что-то придумал, и у тебя от этого нет ужаса в глазах, это хреновая стратегия. Должен быть ужас, и тогда ты бежишь. И... Да. Да. Я полностью согласен с этой концепцией, звучит на самом деле очень хорошо. Какие у тебя были самые сложные для тебя, вот именно для тебя, самые сложные вызовы в твоем бизнесе? Их было пару. Когда первый раз судимость получил, когда сотрудница засудила, это был один Ну, вызов. в смысле, это не в русском значении судимость. То есть, когда тебя первый раз судили. Да, это не судимость, да. Когда сотрудница привела иск, как называется, да, начала судить. Ну, то есть, когда тебя начала судить. Не меня, как судиться- бы компания начала судить. Ну, компанию сотрудницы. Вот для меня была тогда еще стрессовая ситуация. Да, я не знал, как с этим быть. Но сейчас я знаю, как бы. А за что она судила компанию? Мистрейтмент или там неправильно уволили. Можно сказать. Окей. Это неправильное увольнение, за неправильное увольнение. Просто я не знал тогда, как правильно увольнять или там нанимать. Да, и ты такой, что происходит, черт побери? Что тебе помогло в этот момент справиться и не опустить руки? Ответственность перед другими сотрудниками, не закрывать же компанию. Есть ответственность перед родителями, семьей, перед сотрудниками. И нужно эту проблему решить, потому что компания может обанкротиться или закрыться. Да, как бы я не могу же позволить этому. И мне нужно было разобраться и выйти с этой ситуации правильным образом. Да, а ты говорил, еще какие-то есть? А другая была, когда маркетинг развалился. Мгм. Когда маркетинг развалился, у нас до 2017 года все держалось на Yelp. Одна платформа, все лиды мы получали по всем бизнес-направлениям оттуда, и один день она просто разваливается, так как валится, все закрывается. В Yelp поменялась политика, и они там... Или кто-то слил, сдал, я не знаю, что бы ни было. Но это была все равно моя ответственность, моя ошибка, что не диверсифицировать, да, что зависимость слишком большая То зависимость есть, от у одного вас канала. все прям лиды висели на Yelp? Да, у нас 80% трафика дохода мы получали, и в один момент все рушится, и получается мы обнулились. И тогда, скорее всего, уже компания, можно сказать, по оборотам, по EBITDA, если считать, то все равно там 50 миллионов, может быть, была бы. Но я просто обнулился, можно сказать,
пришлось заново строить. Я приблизительно понимал, что это произойдет. Я уже готовил бэкапную стратегию. Ну, так медленно, потому что Да. торопиться все равно некуда, как бы Всё хорошо. все хорошо, жизнь удалась. И тогда я понял диверсифицировать, и тогда я понял, что не стоит строить маркетинг на чужих платформах. Это как Yelp, Google, потому что в любой момент это чужая платформа, они могут сделать, что хотят. И это остается правдой для компании 80 миллионов долларов? Что вы имеете в виду? Остается? Ну, вот этот же подход, да, что не строй маркетинг на чужих платформах. Да. Мы не строим, мы диверсифицируем. Когда я вижу маркетинг-канал приносит больше, чем 30% или нет, 40, наверное, 30 окей, больше, чем 40% дохода, я уже начинаю переживать, потому что есть риск потери канала. Поэтому если мой совет предпринимателям, если у вас как бы зависимость от канала, от человека, от чего-то, маркетинга или там бизнеса, значит нужно диверсифицироваться, пока вы не потеряли. Это нехорошее чувство просыпаться ночью и думать, что произойдет или Да. Спасибо, это хороший совет, ребята. Это вам совет. А ты изменился за эти 20 лет бизнес-карьеры? Есть что-то, что в тебе изменилось? Я каждый день меняюсь, каждый год меняюсь. А да. какие вот самые большие изменения, может быть, яркие, которые ты сам обнаружил? Что тебе пришлось изменить в себе за эти 20 лет бизнес-карьеры в Америке? Я раньше был более резкий, может быть, реактивно реагировал на все, сейчас более спокойный. А сейчас, раньше думал короче, сейчас думаю длинными стратегиями. Если я раньше играл, например, в шашки, сейчас я играю многовекторные шахматы, можно сказать. Ну, по а разным если бы направлениям. ты изначально вот был не такой реактивный, ну, то есть в смысле, чтобы реагировал, менее реагировал, да, на ситуацию, не такой резкий. Если бы вначале ты думал более длинными стратегиями, в самом начале бизнеса, это было бы хорошо? Ну, я не получил бы опыт, я бы таким не стал бы сразу. Ну, как Ну, бы, теоретически, понятно, теоретически, да. Если, например, что все равно сейчас... было бы хорошо. Да, я сейчас 100% знаю, если я даже приеду в Африку, в Китай, который я даже язык не знаю, я за год-два восстановлю то, что построить заново, с нуля. Что самое ценное в твоем бизнесе? Самое ценное, что его невозможно дублицировать. Конкурент не может сейчас прийти Amazon или Google, заново построить вот эту структуру систему. Такой бизнес, как у тебя, да? Да, она неповторяема. То есть это самое ценное, да? Да, если так чисто стратегически взять. То есть получается набор твоих практик, ноу-хау, понимание, как это делать, процедур и так далее, это самое ценное. Как она на самом деле построена многогранно, наверное, да, что И она построена масштабируемо для масштаба. Она и горизонтально может расти, и вертикально может расти. Она может расти по штатам, она может найти добавление новых продуктных линеек. Это будет приводить к увеличению LTV, да, жизненных клиентов, чека. И как бы она достаточно построена, очень сильно масштабируема сейчас. Я сказал, что это самое ценное. Слушай, люди сейчас, кто-то думает о том, стоит ли в США открывать бизнес, там все так дорого и много всяких сложностей, и язык и все такое. Кто-то уже решился и даже придумал себе какую-то бизнес-идею, которую хочет в Америке реализовать. Что бы ты посоветовал людям, которые хотят начать бизнес в Штатах? Если они только новые, только приехали, год, наверное, слишком сильно резких движений не делать, поизучать, проанализировать, что происходит. А как изучать? Что им делать, чтобы изучить? Посещать бизнес-мероприятия, мастер-майнды, их много. Я состою более 11 разных мастер-майндов, таких дорого? как бизнес-бустер. Да, это дорого, это стоит
где-то 25 тысяч, где-то 30, где-то 50 тысяч в год, да. А есть более какие-то экономичные способы? Есть, да, группы, которые могут быть 3000 стоить. Но чем больше порог входа, чем больше качественных или другой круг вы видите, да, другие проблемы решаются там, других знакомых можно. Я посоветовал бы зайти на любую бизнес-тусовку и познакомиться с другими предпринимателями, изучить, что работает, что не работает, не инвестировать никуда сразу же, год-два поизучать, может быть, на втором год, может быть, найти желательно партнера, потому что все равно, в конце концов, все равно придет партнерство. Как бы следующий выход все равно партнерство быстрее добивается и лучше, и менее рискованно. Найти желательно партнера, который может прикрыть ту недостаточную часть, которую там... То есть ты не веришь в то, что есть люди, которые могут все одинаково хорошо? Так дольше. Ну, то есть они все-таки есть или нет? Я таким был долгие годы. Ну, то есть ты считаешь, что все-таки лучше с партнерами, да? Да. Окей, хорошо. То есть бизнес-тусовки, погружение, не торопиться действовать, разумно подойти к выбору, найти партнера и потом уже сжечь свое время и деньги. Да, да. Лучше партнерство найти и подумать, у кого, есть 3 вопроса, которые я постоянно задаю. Это у кого есть то, что мне нужно, кому нужно то, что у меня есть, и как я могу другим заработать больше денег. Если вот 3 вопроса задавать постоянно... Но то, что, обрати внимание, ты задал очень хороший вопрос. То есть если первые 2, в принципе, они очень естественные, вот последний требует комментария. Как я могу помочь другим заработать деньги? Почему этот вопрос так звучит? Ну, все равно все бизнесы особенно, все равно нас мотивируют или мы делаем все равно ради получения прибыли или состояния. Да? Ну и как минимум эта прибыль является измерением качества и эффективности того, что мы делаем. Да, и когда мы задаем вопрос, как я могу другим заработать больше денег, и тогда автоматически эта энергия или люди... То есть фактически, как я могу им помочь, лучше сделать их работу и лучше им помочь самореализоваться. В этом смысле. Если, например, смогу решить вопрос, как я могу Илону Маску заработать больше денег, скорее всего, это он заработает, понимаете, если я ему помогу. Или другому человеку. Как я могу другому Сардору больше заработать денег. Или как я могу Александру заработать больше денег. Если я могу об этом задаваться вопросом и приду к вам решением, скорее всего, на этом я тоже заработаю денег. Абсолютно. Чем отличается американский бизнес и американский, например, маркетинг от других? Маркетинг в Америке, оно очень усовершенствовано. Мне кажется, те вещи, которые здесь работают, только внедряются там. Многие, которые приезжают оттуда и думают, что там Инстаграм или какой-то social media реклама работает, там она будет здесь тоже так же работать. Это очень большая ошибка. Она не работает здесь. И здесь она уже, маркетинг, реклама таким образом поставлена, старой школы, она работает. Здесь могут газеты работать, это может быть почта может работать, это здесь может радио работать, это может быть билборды работать. Даже после того, как прожил 20 лет, меня мой дядька-адвокат близкий, я его называю таким адвокатом-отцом, меня пригласил на бейсбол в Лос-Анджелес, Доджер стадион. Оказывается, он туда приезжает каждую неделю. У него куплена годовая место у него есть. И там, получается, все приезжают, вот весь Лос-Анджелес приезжает. И вот это отдельная культура получается. Вот рекламу там делать и влиять на локальных, это работает. У нас один большой конкурент, он делает такую же рекламу на Angel Stadium. И он там оттуда хорошо берет техников своих специалистов, потому что все ходят и играют в бейсбол. Я, живя 20 лет в Америке, я не знал, что такое. И поэтому, когда мы приезжаем оттуда, мы живем своей фантазией и смотрим на это своим взглядом. Ну, то есть основная проблема — это приходить со своими собственными представлениями о том, как работает маркетинг, и пытаться как-то с помощью этого делать бизнес. Ну хорошо, а если я приехал и я делаю, хочу делать бизнес, и я понимаю, что я не понимаю, как делать маркетинг, с чего мне начать?
Лучше купить франшизу. Можно купить франшизу, Это, да, это легче, потому что сама франшиза помогает, и вы сразу покупаете, берете опыт, которым уже стандарт операционной системы, процессы и все остальное. Это как бы один способ, это франшиза. Второй – это купить компанию, если финансы позволяют. Можно делать owner financing. Есть очень много бэби-бумеров, которые хотят продать, выйти из бизнеса, и можно там нулевыми деньгами в рассрочку можно этот бизнес купить. Это один способ. Другой способ – запартнерничаться, да, кто на другой стороне, кто уже умеет этим бизнесом, зайти в долю. Другой способ – быстрее зайти. Копи-пейст работает? То есть, когда ты просто берешь и смотришь, ага, вот эти ребята, они здесь 30 лет, они делают такую рекламу, и мне надо, наверное, делать такую же рекламу. Если хорошо изучить и понимать, может быть. Копипейст всегда работает, как бы мы копируем всегда. В первую очередь я всегда копирую конкурентов, а потом усовершенствуем. Хорошо. Смотри, твою компанию называют Uber'ом для сферы Home Service. Мы хотим быть им. Ну, ее уже так называют. Пока, наверное, просто недостаточное количество людей так. Хотелось бы, чтобы все так называли. Все, кто знает Uber, они знали также Uber для Home Service. Да. Какие инновации ты внедряешь и с какими вызовами ты сталкиваешься сейчас? Мы внедрили подписку. Это было хорошо, да. И у нас раньше клиенты платили. То есть подписка, я домовладелец, я плачу тебе какие-то деньги ежемесячно. Было $100 в год, а сейчас $100 в месяц. $100, ничего себе вы рывок сделали, со $100 в год до $100 в месяц. Окей. Да. И клиенты нормально. Я плачу тебе $100 в месяц, что я получаю? Вы получаете бесплатный вызов, суппорт, как бы, когда вам нужно какая-то починить сантехнику, электрику, там, бытовую технику. Вы об этом не думаете, у вас подписка, вы отдали супруге, супруга звонит, приезжает без сервис-колла, никого не надо брать сервис-колл, $75, приезжаем тот же самый день, прозрачно даем estimate, если вы соглашаетесь, мы делаем работу, если вы не соглашаетесь, мы не делаем, и получаете 10% дискаунта. И плюс сейчас мы внедряем, улучшаем продукт в этой подписке, мы приезжаем каждые полгода к вам домой и делаем 24 поинта осмотра всех сантехники, электрики, что ничего не протекает. Заранее предотвращаем проблемы. Устанавливаем Smart AC. Мы контролируем, мы можем заранее знать на самом деле. Получаете виртуального технишена. Можно даже не приезжая вам сказать, у вас там F1 проблема там с стиральной машинки, сделайте ресет или там нужно такое. Вы сами можете. 80% проблем мы можем не приезжая помочь вам. То есть это как телемедицина сейчас, да. Это теле-home сервис. Да, окей. Да. Интересно. Вот это есть. И плюс мы, если это в другом городе, где еще нас нету, мы становимся таким вашим адвайзером, советчиком, чтобы ваш другой контрактник, например, нас, скажем, нету, да, в вашем городе Тампе, например, или там в Майами, но вы можете все равно обратиться к нам, говорит, Сардор, к нам приехали сантехники, можешь сказать или нам направить нам сантехников. Говорят, да, этих сантехников можно пользоваться, этих нельзя. У них есть лицензия, страховка, или мы можем за вас с ними поговорить, сказать, почему вы хотите столько много денег взять, это должно стоить вот столько, мы вас защищаем, как бы. Сейчас, вот это как бы вот за эту ценность американцы. Ну, это ценность. Просто я-то знаю, сколько у нас стоит приезд одного специалиста, и насколько непросто иногда этот приезд получить. Подписочная модель хорошая. Да. Как бы вот это... То есть это является классной такой инновацией? Инновация, да. То, что мы сейчас внедрили, это является инновацией. Ну, как бы другая сторона инновации, это у нас как бы лидогенерация. То, что маркетинг мы делаем по-другому, да, как бы много диверсификационно, наверное. Как бы не только мы от канала не зависим, мы от бренда не зависим. У нас очень много брендов. Это просто диверсифицируется полностью. Еще технологии мы используем. У нас построили телефонию на основе TrueFlex. Звонки дистрибьютуются между самыми лучшими агентами, и такая же также работа, она автоматизирована. У нас сделано так, чтобы даже удесятерить, даже ускориться, система позволит. То есть у тебя уже вся инфраструктура есть для того, чтобы делать... Масштабироваться, да.
рост в 100 раз. Да. И мы Хороший. внедряем еще сейчас AI-телефонию, но больше для проверки качества звонка, прослушка и корректировка, исправление получается. Круто. Скажи мне, это сложная достаточно деятельность? Ну, потому что это не home-сервис, это как бы менеджмент home-сервиса, да, это маркетинг, это управление всем этим процессом, подписки, и автоматизация и так далее. Что у тебя за команда? У тебя работают русскоговорящие ребята, у тебя работают американцы, англоговорящие, смешанные. Вот что вообще за команда за тобой стоит? Не, у нас микс. Все. У нас в Лос-Анджелесе может быть, в Лос-Анджелесе может быть 5 человек. У нас 150 человек в команде, офисных сотрудников. Из них 5 в Лос-Анджелесе и 10 в Америке, остальные 140 за границей. 140 за границей, то есть у тебя много людей работает в команде, которые не в США находятся. Не в США находятся, да. И мы, на самом деле, после ковида, наоборот, мы всех позволили... Сначала я не позволял им уходить и потерял из-за этого многих менеджеров, сотрудников, когда я всех заставлял приезжать в офис. А потом я мне поменялся вообще в другую сторону. Почему? Почему у тебя так много людей из-за рубежа? Это эффективно. Это эффективно. Есть ли разница в том, как работают эти люди, или в том, как нанимать этих людей? Вот как ты это чувствуешь? Пул кандидатов больше. Мы можем, если мы раньше там были, зависели от региона, это был, например, Лос-Анджелес, или это был Украина, Харьков, и там Филиппины, да, это какой-то город в Филиппинах, например. И мы только там местно могли нанимать. А сейчас у нас открыто, на самом деле, найм глобально. Это у нас больше мы можем выбора иметь найм где угодно. Я сейчас нанял Chief of Staff себе с Мексики. У нее финансовое образование, потом она MBA закончила в Лондоне. Как бы нормально работает виртуально, я ее не видел. Хотя это такой близкий человек получается. Ну да, Chief of Staff это серьезно. Да. Слушай, потому что я понял из твоего рассказа, ты все время занимаешься обучением, бизнес-комьюнити. Ты с самых ранних там стадий своего бизнеса ты уже изучал всякие инструменты, которые позволяют его развивать. То есть ты как бы все время в тренде того, что происходит. Технологии, курсы, тренинги, конференции, бизнес-тусовки и так далее. И в какой-то момент ты выбрал бизнес-бустер. И вот у меня вопрос, а что бизнес-бустер поменял в твоем бизнесе? Бизнес-бустер, во-первых, поменял меня, кроме бизнеса, мое мышление, как я структурно строю. И мы построили тоже все на основе этих 7 дивизионов. Я прекрасно понимаю, где какая роль, где какая функция должна быть. Я до этого внедрял американские разные стандарты. Это EOS, это Scaling Up, Scalable. Как бы пробовал EOS все. это Entrepreneur Operational System, да. Они помогли, но там не было отличия на самом деле, за что отвечает фаундер и за что отвечает внутри организации, да. Все мои, как бы, вот эти развалы происходили из-за того, что я не знал, я абдикейтил, можно сказать, да, свои функции владельца, не зная, передавал и ожидал от сотрудников. Это безопасность, это создавание новых продуктов, например, это финансы, резервы, откуда поступают деньги. Я там очень много ошибок наделал. И вот это, когда уже у меня было до бизнес-бустера, у меня уже холдинг-структура была. Она была какая-то абстрактная, может быть, да, но когда я внедрил вот эту холдинг-структуру в одну организационную, вот тогда у меня половина развалилась всего, да, как бы. Я не знал, потому что нужно было уже сразу внедрять в каждую отдельную компанию отдельную структуру, по идее. И это тоже в какой-то степени остановило. Ну, когда мы сейчас построили, сейчас, кстати,
у нас в организации почти мы не говорим именами людей. Там Вася отвечает за это, и к Васе за рекламу, или там до этого вообще никто не знал, кто кому отвечать. Всегда приходили ко мне, Сардор, что делать, кто отвечает за рекламу, или куда мне идти, за колл-центром, или чем-то другим, или там за бумагами, инвойсами, чеками, да. Сейчас они не только знают, кому обращаться, там, Васе, Пете, Насте, или там Джеймсу, или они знают дивизионы. Ну, их это не расстраивает, что вы как-то расчеловечиваетесь, да? То есть... Нет, им удобно, это просто получается, есть уже везде, во всех дверях, можно сказать, уже есть коды. Они все понимают, что когда мы говорим D6, это про PR говорится, или social media, когда мы говорим про D2, маркетинг, продажи, D1 это HR. Это division, соответственно, по департаментам тоже так же. И когда в холдинг-структуре, они тоже прекрасно понимают, куда и где обращаться. И она у нас виртуальная. И все уже понимают, и все действуют таким образом. Это ускоряет, на самом деле, коммуникацию очень быстро. Приятно слышать. Слушай, такой бизнес-вопрос. Фокусироваться на одном бизнесе или развивать несколько бизнесов? Это зависит. Сначала фокусироваться на одном. До какой степени? До того, как не выжали все соки с этого бизнеса. Ну, похоже, ты еще не выжил все соки из этого бизнеса, я правильно понял? Ну, я думаю, что нужно выжать все соки с этого маркетинг-канала и с этого бизнеса в первую очередь. То есть я правильно понимаю, что вот когда ты говоришь 100 ярдов, Да. Вот когда ты достигнешь, вот тогда можно подумать и о других бизнесах. Ты это имеешь в виду? Не, я параллельно строю другие бизнесы тоже. Я обычно строю бизнесы есть у меня какой-то ресурс, и думаю, куда мне применить этот ресурс. Есть у меня гениальная маркетинг-стратегия. Она сработала на бытовой технике, да. И сейчас я в партнерстве завожу его на автободишопы, например. Я его пробую на... Но там есть партнер, который тянет. Да. Я бизнес, я вот четверку производства, я не знаю, не захожу, я только прихожу с стратегическим маркетингом. Угу. Я больше отвечаю мы посмотрим, что у тебя получится в автободишопом. Окей, я понял твой ответ. То есть ты как бы не против делать много бизнесов одновременно, если есть какой-то хороший ресурс, который дает преимущество. Да, ну смотрите, я все равно делаю в свое свободное время отдельно. Об этом компания, команда не вовлечена в это дело. Да, но ты как бы все равно... А как ты относишься к такому вопросу, например? Ты говоришь, я этот бизнес делаю в свое свободное время, но ты же в это свободное время мог бы делать основной бизнес, может быть, это дало бы больше возврат на инвестиции, чем ты это как бы свободное время инвестируешь в другой, и... То есть вот как здесь быть? У меня слишком много энергии и времени, и всегда я бизнесом занимаюсь, люблю этим делом заниматься, да. И если я буду постоянно возвращаться к бизнесу, буду просто микроменеджить своих менеджеров, буду туда заходить слишком много, мне нужно отпускать его. И если мы постоянно, например, готовится суп, если вы постоянно его мешаете, он никогда не приготовится. Или там тот же самый стейк. Ну, надо дать, чтобы он приготовился. Вот Да. Написали стратегию, дали своим топам, и пусть они исполняют. То есть для тебя это способ не задушить своим контролем и своим намерением свою же собственную То команду. же самое, например, Илон Маск. У него там, он CEO 3 или 4 компаний. И он распределяет свое время. Он понедельник он занимается только Теслой, вторник он занимается SpaceX, там, в среду занимается другим. Он просто распределил, на самом деле, свое время. Ну, то, что ты говоришь, имеет смысл. Да. Слушай, на твоем сайте написано, что ты помогаешь предпринимателям повысить личную эффективность и эффективность бизнеса. Как именно ты помогаешь и как ты используешь, какой опыт свой ты используешь для этого? Это больше, если предприниматели... Я задаю сначала вопросом, какая у них стратегия, как они тратят свое время, и могу предвидеть и видеть, посоветовать слепые точки, и посоветовать, в какую сторону больше направляться. Может, если про эффективность мы говорим. Или помочь им ресурсами. Сегодня мы разбирали пару бизнесов, там у них были как раз таки слепые зоны, которые там очень легко, например, одна женщина, она занимается, делает какие-то паспорта богатым людям,
офшорных странах. Да? И у нее такой bottleneck. Говорит, что мне делать, как бы, где мне привлекать или не привлекать, вот я больше не могу, сама потолок этого. Я говорю, слушай, у меня есть, говорит, знакомый, он продает private джеты. Давайте я вас познакомлю, потому что ваши же клиенты хотят, говорит, private jet, эти же private jet, у кого есть, они тоже хотят офшорные Они хотят места. паспорта. Да, он говорит, это как бы win-win. Вот эта слепая зона, как бы, как можно горизонтально использовать. Но она этого не видит, потому что у нее нет этого бизнес-опыта, у нее нет этого знакомства, она просто не видела этого, и поэтому в ее как бы системе мышления это не существует. Да? Да, и другой там приходит, например, говорит, слушай, ко мне приходит менеджер, он зарабатывает, там, не помню, с продавцом 500 тысяч, и он меня просит доли компании, как бы, какие возможности. Я говорю, я раньше, например, очень ревниво относился, когда приходили ко мне, спрашивали доли компании. А наоборот, глаза сейчас... наливались кровью, рука тянулась к пистолету. Это как от своего ребенка отдавать часть, да? Нет, это наоборот показывает это больше лояльность сотрудника компании. Я это, наоборот, поощряю, и таких сотрудников нужно, из них как раз-таки нужно делать партнерами, приближать, потому что конечный выход любого предпринимателя, это выход, оставляя меньше доли компании. И как раз-таки этих сотрудников надо им передавать управление. Ну, только какой-то вестинг и так далее. Правильная структура. То есть и вот такие советы, исходя из своего практического опыта, ситуации, связи, ты даешь, и за счет этого ты помогаешь им повысить эффективность. Да, да. Окей. Хорошо. Бизнес в другой стране, не обязательно в Америке. Какой совет? Вот человек сидит и думает. Пробовать, не пробовать, ехать. Вроде и здесь неплохо. В принципе, пока что еще, по крайней мере. Но когда человек вообще в эту сторону смотрит, понятно, что у него все равно какие-то мотивы уже есть. Вот какой совет бы ты таким людям мог дать? Нет, это все равно зависит от рынка, и нужно стараться получить максимум результата с этого рынка, где бы человек ни находился бы. Очень много ребят приехало с Украины, и они как раз таки вот занимаются разношерстными бизнесами. То где-то карваш, где-то там ресторан, где-то пятое, десятое. Это все из-за того, что рынок слишком маленький, и они не смогут в этом рынке одним бизнесом много заниматься, им приходится... В небольшом городе, где-нибудь в Украине. Да, потому что они потолка дошли. Да, вот ты уже. очень быстро выскакиваешь на... Вот у нас есть в городе один магазин, который делает рамки для картин. И все, для второго уже нет рынка, да? Да. Поэтому он открывает еще ресторан. Теперь у нас есть ресторан, теперь нам нужен автосервис. Но 2 автосервиса для нас уже много, ну и так далее. Ты это имеешь в виду, да? Да. Но это вообще не, если локально, да, в маленьком городке, это да. Но, а как это в Америке? Ну, смотрите, я в первую очередь смотрел бы, какая экономика больше всего растет, да, и как бы я все равно иду за трендами. Если что-то растет, значит надо... Ну и когда ты говоришь экономика, ты говоришь это и ниша в том числе, и да? Ниша тоже, да. Это может быть экономика страны, это может быть ниша продукта или там направления, того индустрии, да, как бы в той стране. И как раз туда нужно переключаться. А если ниша она сужается, то она создаст как вот этот Красный океан. Там придется с конкурентами бороться за ресурсы. Например, у нас в индустрии спрос на бытовую технику, appliance repair near, она 2,5 раза снизилась за год. За один год 2,5 раза? Вау, это катастрофа. Да, это катастрофа. Она сужается рынок. И больше стало сейчас конкурентов мелкие, потому что вход в рынок легче. И вот сейчас... Это, может, как раз эти украинцы наши и приехали, дорогие, да? Да, они приехали, и там они все заходят, масштабировать трудно все равно, потому что вход слишком легкий, да, получается. И себестоимость на рекламу увеличился. Сразу же, да. То есть маржинальность уже упала, да. все. И поэтому, по этой причине, на самом деле, смотрю, где можно применять маркетинг-стратегии в разных направлениях. Это мне дает инсайты, на самом деле. Я могу таким образом проверить, доказать свою гипотезу, насколько то, что происходит здесь, те же тренды происходят на других направлениях, нет. Это больше для меня для инсайта тоже, на самом деле, дает. Ты когда-нибудь думал уехать из Америки?
И жить какой-нибудь и делать бизнес в какой-то другой стране? Пока нет. Я глобально понимаю, что если глобально взять... Но ты же платишь такие большие налоги. В Америке такие большие налоги. Так все дорого стоит. Такая дорогая реклама, такие высокие зарплаты. Нет, там смотрите, если как бы правильно инвестировать в R&D, можно оптимизировать налоги, да, это одно дело. Но сфера услуг, на самом деле, в Америке это очень развита. Я не думаю, что в другой какой-то стране сфера услуг или экономика, так она позволяет легко делать бизнес. Есть развивающие страны, как Индия и Китай, но там есть все равно своя местность, это все равно чужое, да, как бы тяжело. Поэтому пока я не представляю. А здесь можно как бы... То есть ты просто не знаешь лучшее место для того, чтобы делать бизнес? Нет. Отлично. Ну что, ребята, приезжайте и делайте бизнес, смотрите на таких лидеров индустрии, как Сардор. Вот. Тем более, Сардор, я тебе очень благодарен, потому что ты всегда очень щедро делишься, все время выступаешь на каких-то клубах, на больших конференциях бизнесовых, очень щедро там делишься идеями, делишься контактами, делишься опытом, советами. И я думаю, что это помогло уже сотням и тысячам предпринимателей в Америке, которые тоже присоединятся вот к моей благодарности. И спасибо за то, что нашел время ответить на эти вопросы. Очень интересно на самом деле послушать. Очень многие вещи я вообще первый раз о тебе услышал, и это вдохновляет. Ты очень крутой. Спасибо.